приветствовать всех, друзья. Мира вам и вашему миру. Общий расклад Таро на тему «Вычеркнул ли он вас из своей жизни?». Ну, также можете посмотреть, будет ли продолжение, конец или пауза. Этот расклад в этом контексте тоже можно для себя открыть. Также мы посмотрим вытекающие ответы на вопросы, которые будут всплывать в процессе. Посмотрим мысли, чувства, действия и планы, возможные проявления вашего партнера. Возможно, еще откроется то, о чем вы даже и не знаете, и не догадываетесь. Может быть, подтвердится, наоборот, ваши догадки. Настраивайтесь на своего партнера, на своего мужчину, на женщину. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. Итак, начнем с того, что давайте посмотрим вашу ситуацию, да, вот, ну, в общих чертах, да, что в фоне, что в поле ваших отношений, что фонит. Шестерка кубков. Ну, это человек из прошлого, это давняя любовь, давние отношения, шестерка кубков. Возможно, у вас даже есть дети, возможно, вы дружите давно, или у вас отношения давние, или знаете этого человека еще с детства, с юношества, со школьной скамьи, там, со студенческой скамьи, может, как-то пересекались уже давно. То есть это давние отношения, и эта история имеет чувство в прошлом. Ну, как минимум, эта карта уже говорит о каких-то чувствах ваших к нему и его к вам. Учитывая то, что эта карта больше об любви старшего человека к младшему, да, ну, или сильного человека, то это мужчина к женщине больше, да, ну, может быть, и есть разница в возрасте в этих отношениях. Давайте посмотрим, помимо детей и прошлых отношений, что еще тут может быть, что пробивается на свет. И здесь четверка жезлов, то есть, скорее всего, бывший муж, бывшая жена. Четверка жезлов — это семья, ну, или вы вот вплотную подошли к семье, а потом, ну, что-то поменялось. Как минимум в прошлом вам было достаточно друг с другом тепло, комфортно, уютно. И вы бывали в ее доме и в его доме, да, вот так вот. Ну, бывали. Четверка жезлов — это очень теплые карты пока что. И я тут немножко проглядываю такое. Как минимум вы были счастливы когда-то с этим человеком. Почему счастье? Здесь шестерка и четверка десятку дает уже. Хотя изначально быть счастливыми вам вместе было нелегко. Ну, или не обещало легкости какой-то. Далее. И здесь восьмерка жезлов. Вы знаете, и сейчас эти чувства сохранены и с вашей стороны, да. И, возможно, в нем, в вашем партнере они живут. Но как бы и вокруг вас много возможных партнеров. Ну и вокруг него тоже много возможных вариантов. Может быть, вы даже как-то еще и поддерживаете отношения. Почему-то у меня идет, что вы еще и как-то или видитесь, или пересекаетесь, или общаетесь, или вот сегодня, вот буквально недавно, да, вот только что встретились. Внезапно, неожиданная какая-то у вас встреча, и произошел какая-то коммуникация, и пролетела какая-то искра. Кстати, загадываете 10 часов, бьет. На каждый удар можете по желанию загадать. Вот так, а я пока потасую колоду. Ну, здесь еще такое у меня почему-то вы внезапно вспомнили этого человека. Это такая карта, или он вас чем-то воодушевил, дал о себе знать из прошлого. Ну, то есть человек из прошлого внезапно вам поднял настроение. Далее шестерка жезлов. Уж ты смотри, какие хорошие сегодня карты рвутся, да. Я вам так скажу. Тот человек, с которым вы имели когда-то какие-то отношения, он внезапно вас окрылил и подтолкнул вас даже поискать расклад на эту тему. Здесь, смотрите, шестерка жезлов, он вас подталкивает огнем. Не терять с ним связь или продолжать эти отношения. Он постоянно вас... Ну, или раньше он вас подпитывал каким-то теплом, да, четверка жезлов, подогревал, да. Может быть, помогал чем-то, может, по дому приходил, помогал, не знаю, тут уж дом прямо. А с другой стороны, сейчас он вас подталкивает и окрыляет, этот человек. Ну, как минимум, чего-то плохого вы о нем... Ну, тут ни одной плохой карты нет, и я вот не скажу, что это какой-то там законченный мудак, да. Ну, так о нем вряд ли можно сказать, хотя. Может быть, он действительно такой, и тогда вы напишите, пожалуйста, поставьте сейчас на паузу и напишите: вот, Алехандро, тут-то ты просчитался, он законченный. Ну, бывает по-всякому, да, вы можете так считать, а он так не считает, и все, ему все равно уже, да. Ну, окей. Ну, давайте еще одну карту. Тут он прям женщину поднимает, да, тут. Ну и дальше что? А что дальше? Дьявол.
Смотрите, главной картой здесь является дьявол. Вы этого человека не можете забыть, и он вас забыть не может пока что. Ну, уже вы можете сказать, так, все, можно прекращать смотреть. Но как же дьявол выпал? Он же не вычеркнул вас из своей жизни. А я вас могу успокоить пока что, обломать вас, да. Он, может, вас и вычеркнул, но дьявольская связь осталась. Поэтому вы о нем думаете, вы его как бы своими мыслями, да. То есть эта дьявольская энергия, она может быть у вас, эта связь. Вот, по рогатому, и он у вас тогда. То есть эта связь как бы он вычеркнул, а оно вас беспокоит. Но, тем не менее, этот дьявол весьма и весьма перфектно выглядит. Его выгляд викликає у вас вогонь у грудях, і воно пече, шкварчить і примушує серце битись ще частіше, ніж воно б'ється зараз. Давайте спросим у духа, у высших сил, еще, ну, как видят духи высшие силы именно, да. Или что скажет ангел или бес. Ну, тут уже ориентируйтесь сами, подсказка ангела или подсказка беса, да, с какими силами вам более комфортно. Здесь вообще темная сила, а все остальные карты светлые. Здесь как будто бы мужчина обладает почему-то дьявольской какой-то энергией, а женщина ангельской. И вот эти отношения, у меня идет такой поток, что они идут на контрасте, да. Знаете, я вам так скажу. Король Пентаклей — это один из лучших аватаров мужского образа в картах Таро. Один из лучших. Он, может быть, он немножко иногда жлобоват, да, но он стабилен. Это стабильный мужчина. Возможно, в прошлом вам с ним было как минимум ощущение теплоты. Теплота, ну вот, первой влюбленности какой-то или чистой влюбленности. Мужчина, так сказать, не бедный. И да, действительно, дьявол и король Пентаклей — это две стихии, которые, в принципе, это деньги, это стабильность, это материальный мир, это архитектор материального мира, да. Поэтому духи видят в этом человеке некую стабильность, надежность, успешность. Да, он не быстр, да, он не, может быть, не такой щедрый, как бы вам хотелось. Да, он может быть не такой там прямо умный, хотя, учитывая дьявола рядом, тут интеллект должен быть выше верхнего, как сказать. Ну, не должен быть он тупой рядом с дьяволом. Может быть, его глупость заключается в том, что он поддался дьяволу или где-то свалился в дьявольские какие-то моменты. И то, что я уже сказал, мужчина здесь больше к дьяволу, а женщина здесь больше к ангелу, кстати. Ну, или к львице, да. Вообще, вот эти отношения, которые я здесь вижу, они светские. Слово «свет», тут очень много света, а тьмы тоже достаточно немало, но больше светские, я имею в виду о небедных отношениях, да, то есть я имею в виду, что и женщина не влачит жалкое существование, да, и мужчина тоже не пасет задних, ну, как минимум по королю Пентаклей. Духи намекают на то, что выбрасывать этого мужчину из своей жизни, ну, вы просто так не сможете. Вам невыгодно. С точки зрения денег, надежности и даже секса. Ну, тут сексуальные карты. Вот это и вот это, да. Ну, это меньше всего, но она там с намеком, да, каким-то. Возможно, вас объединяет еще успех в прошлом или в будущем. И, возможно, вас объединяет жилье и недвижимость и дети в прошлом, да, вот такое. Или влияют на эти отношения. Давайте теперь посмотрим. Первое, что я хочу спросить у карт. Любил ли он вас по-настоящему? Вот любил ли он вас по-настоящему? И вот вы сейчас можете проверить то, что он вам говорил о любви. Это правда или ложь? Ну, дьявол-то, может быть, и обманывал, но что он вами пользовался. Нет, он вам не врал. То есть тут чистая любовь, особенно если это было давно-давно, особенно если вас объединяют дети, и особенно если это было там в юношеском возрасте, ну или неважно, когда это было. Тут ребенок. Как минимум, если у вас дети есть, то он ваших детей любит, возможно, еще до сих пор. Ну, по-всякому же бывает, да, может, разлюбил. Но и вас он как ребенка любит. Вот этот момент. Мы спрашиваем о вас, не о детях здесь. Здесь дети идут фоном, они на сцене, да, как антураж, может быть, да, или как действующие лица, но задних планов, да, не главные роли они здесь играют. Поэтому, да, он питал к вам, то есть у вас чувство как к ребенку, и он вас не обманул. То есть эти чувства чисты, и вранья здесь нет. Давайте так скажем, спросим теперь еще о прошлом. Если он вам обещал что-то насчет совместной жизни, правда или ложь? Это было тогда, да? Повешенный, он вынужден был это делать. Но, смотрите, в тот момент, когда он вам это обещал, он, скорее всего, и не мог это сделать. Или мог, но это очень дорого бы ему обошлось. Поэтому, да, это правда.
Но на тот момент это было, скорее всего, либо нереально, либо очень дорого, либо у него просто еще он был... Ну, он не мог просчитать всех ходов наперед. Он не обладал тем знанием, которое бы было... Ну, он не прожил еще той жизни, понимаете? А такое ощущение у меня, что повешенные здесь вы очень крепко связаны друг с другом. И у меня такое ощущение вообще, что вы здесь как... Ну, знаете, такое, или очень теплые друзья, или как брат и сестра, или он к вам так относился. Ну, вот прямо как будто бы вы часть его сердца были, этот человек. Окей. Вот давайте... А что сейчас в его сердце к вам? Что сейчас в его сердце к вам? Или на душе? А здесь десятка мечей. А это обычно конец. Вот и смотрите, здесь есть противоречие. Вы не можете его забыть. Он вас не может забыть, да? То есть есть некая энергетика. А в сердце у него десятка мечей. А здесь повешенный был, да? То есть по сути, ну если мы говорим о живом человеке, давайте сегодня неживых не будем рассматривать. Неживых посмотрим, если захотите. Напишите в комментариях. А давайте посмотрим на неживых. Посмотрим. Так вот, смотрите, что у него на сердце сейчас? Холод, мрак. Тишина, забвение, то есть и боль сильнейшая. То есть этот человек как минимум пытается вас забыть. Рядом боль. Вот это боль страдания. Это, ну, это не живой человек, по сути. Поэтому сейчас как будто бы вы мертвы для него. Да? Или он мертв для вас, да, условно говоря, получается так. Но это то, что у него на сердце, поэтому вы больше, да, вот. И все, наверное, он очень, ну, как бы, все потому, что он пережил очень много боли, этот человек. Очень много боли пережил. Очень много перестрадал. Сейчас я вас обвиняю. Я вас не обвиняю, просто эти отношения были в его жизни, очень много боли и страдания было по отношению к вам. Окей, давайте так, теперь спросим. А вот эта победа, сможете ли вы его оживить? Сможете ли вы вернуть эти чувства к себе? Ну, возможно ли та реанимация, или сможете ли вы успеть на этой карете скорой помощи с электрошокером, чтобы его сердце забилось вновь, да? Ну, давайте посмотрим. Или способны ли вы его как-то, как спящего красавица, да? Паш Пентаклей, да. Способны, смотрите. Тут девочка прям с сердцем. Но такое ощущение, что вы какая-то медсестра, да, всадница. Это, ну, есть такой прикольчик, но не буду говорить. Чей это, вы сами знаете, этого мы не будем о нем. Не будем. О покойниках либо хорошо, да, либо вообще никак. Но это о нем тот, который говорил так. Так вот, смотрите, здесь, да, у вас такая возможность есть. Шанс у вас такой есть. Паш Пентакли — это внешний шанс. И это как вы извне к нему подходите, берете так валентинку, вырезаете из бумаги и на сердце ему чпуньк. И он такой, начал дышать. То есть, да, дефибриллятор в правой руке у вас. Так что, возможно. Но, опять-таки, здесь очень много детских мотивов. И дети ваши, они, если это ваши дети, то... Если это ваши дети. Если этот мужчина и вы еще, ну, фертильность не утрачена, то здесь дети могут реанимировать эти отношения. То есть, если вы, как бы, вы оживите его для себя в виде ребенка от него. Ну, ко мне очень часто обращаются женщины там погадать, рассматривая мужчину на биологического отца, да, с прошлым мужчиной. То есть, да, таким образом он продлит себя в детях. Понимаете, да, это тоже можно так посмотреть. Итак, дьявол. В чем суть дьявола в ваших отношениях на здесь и сейчас? Давайте смотреть. И вот он, король кубков. А суть дьявола для вас на здесь и сейчас в отношениях с этим мужчиной, что этот мужчина наполнил ваше сердце до краев, а вы, ну, он ваше сердце наполнил, а вы не живы в его сердце. Не живы, вы не бьетесь в его сердце. Но он при этом еще пока это еще не говорит о том, что он у вас вычеркнул. Мы еще посмотрим мысли, чувства и потом уже сделаем резюме. И я вам еще скажу так, что этого мужчину вы просто так и не можете избавиться от него. Он тут или отец ваших детей, или любовь навсегда, или любовь до гроба, или дьявольская привязка, или you're my heart, you're my soul, да, ты мое сердце, это моя душа, да. Или просто он вас волнует, и вы думаете о нем 24/7. Или он мистерия. Или все вместе, что я сказал, и еще больше. Потому что король чаш. Единственное, его такой еще, ну, как бы добавить минусом, это может быть алкоголизм. Алкоголь, ну, король кубков часто может свидетельствовать об алкоголизме, причем здесь же дьявол в голове. Ну, может, он его изжигает. Может, он спивается, да? Пытается вас забыть таким образом. Давайте теперь посмотрим.
И здесь у нас, смотри, какая двойка уже королей, и здесь еще и дьявол, да? А что дух может сказать об этом мужчине? Вот чего мы не знаем с вами, или какие там скелеты в шкафу, да, о нем, да, об этом мужчине. Ну, здесь семерка кубков. Может быть, это иллюзия. Может быть, это 7 кубков, это всегда иллюзия. И я вам так скажу, что этот человек в мороке пребывает просто. В иллюзии в неком. Дьявол и иллюзия. А здесь король кубков и материя. То есть он между материальным и духовным, с одной стороны, или душевным. А здесь темнота, а здесь иллюзия. Этот человек не контролирует сейчас, к сожалению, не контролирует сейчас свою реальность. И, может быть, он такой фантазер был когда-то, но это качество, оно неплохое для него. Ну, то есть он такой фантазер, выдумщик, да. Он не обманщик, он просто фантазер, выдумщик. Но где-то это его качество сейчас владеет им, да, и не дает ему очнуться от вот этого вот полуживого состояния, выйти из этого сомнамбулизма, да, или из анабиоза, давайте так скажем. Поэтому духи говорят, что да, это и ваша иллюзия с ним тоже. Вы тоже пребываете где-то в таком своем параллельном измерении, в своем сомнамбулизме, да, в иллюзии. Мы все в иллюзии пребываем по-настоящему, да. Но его видят как будто бы замороченным, да, человеком, замороком, я имею в виду, да, под темнотой. Ну окей, хорошо. Ну тут, кстати, любовь может это все оживить, ведь любовь творит чудеса. Давайте теперь спросим. Первое, мы начнем с чувств. С его чувств к вам сегодня. Что он чувствует к вам сейчас? Да, тут тяжело сказать, что он что-то чувствует, но это больше карта о том, что он пытается не думать, не двигаться, да, не предпринимать ничего. Или считает, что вы умерли для него, да. Он под мороком, этот мужчина. Верховная жрица. Здесь больше всего он пытается, знаете, как эти чувства спрятать просто куда-то, не показывать их. Либо эта женщина какая-то его закрывает от вас. Но что он чувствует к вам сейчас, мы не можем под мраком это открыть. Вот не можем и все, мы не можем этого увидеть. Это должно остаться в тайне. Либо все-таки его чувство закрывает какая-то женщина, о которой мы не должны знать, или мы не знаем, или вы о ней только подозреваете и догадываетесь. Мы не делаем здесь сегодня диагностику, но если вы смотрите, вот подглядываете с точки зрения диагностики, может ли здесь быть именно морок от женщины? Да. И алкоголизм, если он есть, то и женщина есть, то это морок, именно алкоголизм вызван мороком, да. Что в его мыслях? Поэтому смотрите, между вами вот эта вот тонкая энергия тепла есть, но она блокируется темными, видите? И вот она, эта жрица. Вот чувство жрицы и закрыто. А вот теперь мы как раз и посмотрим мысли. И если он раньше думал о вас стабильно, эта карта очень стабильная, то вот здесь вот уже страдания появляются. То есть у него трудность мышления. Что в мыслях? Мысли пробиваются только наружу. Туз пентаклей. То есть иногда эти мысли пробиваются, и он чувствует ваш аромат. Запах ваших духов, особенно если они там где-то близки к теплым запахам, запахам роз. Но ему, когда он начинает думать, ему больно. Вот оно, страдание. А шипы — это всегда боль. И у него болит сердце. Начинает болеть сердце, поэтому он старается и не думать. У этого человека раненое сердце. Вот оно, сердце, сердечная чакра. Сердечное. Сердце здесь тоже, ну, как 10 мечей, они в любом случае в сердце попадают. Поэтому в его мыслях, его мысли пробиваются, он вспоминает о вас, и сразу же, чтобы этой боли не было, чтобы ее купировать, он закрывает свои чувства. И мысли и чувства он прячет. Я вам так скажу, что не было бы этой жрицы, не было бы этого дьявола. Жрица, видите, попала в сектор прошлого, и когда-то она, может быть, вы ее все-таки и знаете, эту жрицу. Она как будто бы заменила вас. Она, может быть, даже вам завидовала, и, может быть, даже была вашей знакомой подругой. Тут две девочки вообще-то, если что. На всякий случай. Могла ли она украсть у вас этого мужчину? Да. Ну, такое тут, как вариант, достаточно такой часто распространенный, но он тут прослеживается. Давайте так скажем. А что он может планировать вообще, учитывая то, что здесь десятка мечей и восьмерка, а 10 плюс 8 это 18, это луна.
Что он под этим лунным светом, под этой магией женщины, будучи дьяволом, может еще планировать по отношению к вам? Ну, здесь или вообще никаких планов нет, семерка пентаклей, учитывая эти три карты. Либо он очень сомневается вообще в себе, то есть этот человек вообще не уверен в себе, поэтому планов пока что никаких таких четких нет. Тут вообще вопрос, встанет ли он, да, встанет, воспрянет ли он и так далее. Но четкого плана какого-то нет. Максимум, если этот человек жив, здоров, активно двигается, без морока, то он планирует работу какую-то, свою работу. А четкого плана по отношению к вам, к сожалению, здесь я не вижу. Пока что. Хорошо. А как он будет проявляться по отношению к вам совсем скоро? Он вас будет или не замечать, или игнорить, или не узнавать. И это будет холодно, королева мечей. Напротив, у вас очень теплая позиция. И вот здесь вам нужно будет выдержать, если вы хотите что-то изменить, то от вашей выдержки, от вашего ума все зависит. Поэтому это такая карта, вот когда холод, но он уравновешенный, да, то есть он в лучшем случае это не агрессивно даже, вот, безразлично. Поэтому здесь не ждите от него каких-то таких резких действий в вашу сторону, поскольку человек немножечко, ну, давайте так скажем, мягко не в себе пока что. Я не говорю, что он неадекватный, но он не в вашей реальности, а вы не в его реальности. Да, вас связывают энергии, да, вас может связывать и прошлое, да, вас может быть сексуальная энергия, магия какая-то связывать. Но этот человек пока что проявляться активно в вашу сторону не может, потому что ему с одной стороны больно, а с другой стороны он как бы закрывается, прячется, да. Есть ли место в его сердце для вас в светлом образе? Тройка пентаклей. Да, это место, возможно, есть. Скорее всего, есть. И в перспективе оно есть. Тройка пентаклей очень хорошая карта. Ну, это работа такая, да, ваша. Вот сохранить или сохранить это место, как забронировать это место себе в будущем, да. Это вот оно построится обязательно или возобновится, да, или очистится, да, вот так вот. Слышите? И обязательно в его сердце будет это место обозначено звоном. Вы услышите как колокольный звон какой-то, да? Звон, или ну, не набат, а звон именно, как звон чаши. Да, вот такое вот. Оно должно, это место, очиститься от, знаете, как будто бы оно заросло вот дикими розами, да, вот этими вьюнами. И их надо очистить, и как она, колокольня, да, звонарня, будет чистым, да, и там поселится звук. Ну, по сути, когда звук, он будет, да, будет, будитель, Будда, да, очищение не светлость какая-то, светлая вибрация. Ну, давайте теперь высшие силы, да. Сможет ли он начнуться от анабиоза, из сомнамбулизма выйти, из этого морока, да, вот этого темного выйти? Вот эта карта. Да, может. И разбудит этого человека звук, и слово изменит жизнь всю его. Это слово может идти от человека, особенно воздушной стихии, особенно воздух, особенно близнец, весы или водолей. Острое слово кольнет его и разбудит. Также его может разбудить ребенок. И мысль, которая заденет его. Игла может его разбудить, и меч, выстрел, звук его разбудит. И, скорее всего, он рядом будет. Ну вот смотрите, наша тема, вычеркнул ли он вас из своей жизни. Нет, не вычеркнул. Почему? Потому что тоненькая ниточка осталась. И эта ниточка, вы уже, наверное, догадались, в какой карте она здесь проявляется. Ну, я вам можете нажать на паузу, сейчас подумать, а я вам скажу. Ставьте на паузу. А я уже достаю. Вот она. Вы связаны судьбами и кармой. И, возможно, приходит время, когда вы являетесь на сцене с мечом в детском образе. И вновь, как и ранее, в вашей руке появляется меч. И он, отрезая эту нить, будет его новая мысль о вас, новая воля и новый взгляд, но уже не в перевернутом положении, а в прямом,
По сути, скорее всего, ваш меч, ваш ум, ваше слово, ваш звук может разбудить его. И здесь тот самый случай, когда он спящий красавец, но он не спит, а просто он пребывает в анабиозе. Под какими-то силами, под какой-то жрицей или под каким-то дьяволом, может быть, там, под алкоголем, может быть, под обстоятельствами. Может быть, под веществами, я не исключу, здесь дьявол, жрица и король чаш. Но он не вычеркнул вас из своей жизни, а последнее слово, действие и взмах мечом, безусловно, за вами. А духи говорят, что даже если ты этого боишься, помни о том, что сначала было слово. И это слово было Ом или Бог. И именно оно пробилось сквозь тьму и сотворило движение и события и жизнь в этом мире. Вас ждет нелегкая работа. Вот эта работа, это мечи, да, то есть она может быть где-то опасная, может быть где-то рискованная, может быть. Но эта работа дает вам шанс освободить его из 12-го аркана и избавить и себя, и его. Здесь смотрите, какие арканы выпали. Нелегкие на самом деле. Сперва шел этот, потом этот, потом этот. Вы знаете, у меня такое ощущение, что никто, кроме вас, этого человека не освободит из плена. И с одной стороны, возможно, вы, а с другой стороны, возможно, еще какой-то черт имеет власть и имеет те мечи, которые смогут расчистить колокольню от колючих шипов и дать возможность биться и звенеть его сердце новым звуком, который будет полон света и любви. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. И оставайтесь на связи. Все будет хорошо. Пока-пока.